Привет, друзья! Евгений Витальевич Миронов, актер театра и кино, руководитель Государственного театра наций. Худрука театра недаром окрестили одним из самых загадочных российских актеров. Миронов никогда не называл имен возлюбленных и несколько лет скрывал от общественности сына, рожденного суррогатной матерью. В биографии артиста есть много событий, повлиявших на его карьеру, успехи и достижения. Поклонников всегда интересует, сколько зарабатывает знаменитость Миронов, с кем встречается и какой у него семейный статус. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Евгений Миронов, сколько он зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Будущий артист родился 29 ноября 1966 года в военном городке закрытого типа Татищево 5, сейчас Светлый, Саратовской области. Папа Виталий Сергеевич трудился водителем. Мама Тамара Петровна работала продавцом, позже сборщиком на фабрике елочных игрушек. Евгения Миронова ребенком отдали учиться музыке. Мальчик мечтал играть на фортепиано, но при отсутствии инструмента пришлось записаться на класс аккордеона. После 8 класса Евгений сделал первый решительный шаг навстречу мечте. Поступил в Саратовское театральное училище. Миронов не стал задерживаться в провинции, а поехал после первого курса прямиком в столицу, где давно обосновался его знаменитый земляк Олег Табаков. Юный актер подкараулил Олега Павловича перед спектаклем и пробормотал, что он самородок, приехавший из Саратова. Олег Павлович устроил юноше просмотр и принял его на второй курс школы-студии МХАТ. Но дальше саратовский пароль перестал работать. Как преподаватель, Табаков был предельно строг и не давал студентам спуску. Миронов ощущал себя лабораторной мышью, за которой внимательно наблюдают, выживет или нет. Случилось чудо. Подопытный не только уцелел, но и окреп духом. В табакерку мэтр пригласил двоих выпускников – Миронова и Владимира Машкова. Но если последний сразу стал получать главные роли, то Евгений поначалу не понимал, почему Олег Павлович вообще его выбрал. Прозябать на заднем плане мог любой. Со временем артист заслужил право играть ключевых персонажей и положительные оценки не только наставника, но и критиков. Дважды Миронов исполнил одну из главнейших для любого драматического актера ролей «Гамлета» в постановках Петера Штайна и Робера Лепажа. О росте авторитета артиста среди коллег свидетельствует тот факт, что в 2006-м он стал худруком Государственного театра наций. Кинематографическая карьера Евгения началась еще в студенчестве, когда он дебютировал в картине «Жена керосинщика». Затем последовали роли в лентах «Перед рассветом», «Делай раз» и «Затерянный в Сибири». Прорывом для Миронова стали съемки «В любви» Валерия Тодоровского. За блестящее перевоплощение в героя Саши он удостоился приза «Кинотавра». Актер никогда не служил в армии, зато часто играл военных в кино. Лейтенанта Полетаева в «Анкор еще анкор», танкиста Колю в «Утомленных солнцем», капитана Алехина в ленте «В августе 44-го», офицера в «Доме дураков». Впрочем, несмотря на оглушительную популярность, Евгений не отказывался и от эпизодов, если считал проект достойным. Первой любовью артиста была однокурсница из Саратовского училища Маша Горелик. За девушкой ухаживали сразу двое студентов – Миронов и Миша Байтман. В итоге Мария предпочла последнего, вышла за него замуж и уехала в Израиль. Ходили слухи о романе Миронова с Анастасией Заворотнюк. Артистов свела вместе школа-студия МХАТ. Оба утверждали, что связаны лишь узами дружбы, а Настя еще и неоднократно благодарила актера за помощь в карьере. В 1997-м Миронов вышел в свет с балериной Ульяной Лопаткиной. Чего только не говорили об этой паре, что они просто дружат, что собираются пожениться, что состоят в свободных отношениях. Позже в личной жизни Евгения Миронова появилась другая женщина – Марианна. Она была скромной и заботливой, окружала Евгения теплом и лаской и готова была выйти за него замуж. Несколько лет назад она была его гражданской женой, какое-то время его продюсером, а мама актера уже видела в ней свою невестку. Но снова Миронов не захотел расставаться с холостяцкой жизнью. После расставания с Марианной у актера начался роман с Аленой Бабенко. На тот момент она была замужем, но настолько увлеклась Мироновым, что готова была расстаться с мужем. Бабенко и Миронов очень тепло относились друг к другу. Вместе появлялись на различных мероприятиях, путешествовали, сопровождали друг друга на съемках и даже собирались сыграть свадьбу. Однако этого не случилось. Расстались они неожиданно и со скандалом. Произошедший между Аленой и Евгением конфликт рассорил их настолько, что они до сих пор стараются не общаться.
Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Анна Чиповская. Стоило только Миронову появиться с привлекательной женщиной на экране или на светском мероприятии, как его тут же женили на спутнице. Когда все вокруг уже смирились со скрытностью артиста, не желавшего комментировать сплетни и проливать свет на детали личной жизни, он сумел удивить публику неожиданной новостью. Речь идет не о долгожданном заявлении о свадьбе, а о новости о том, что у Миронова подрастает сын. Малыша Евгению родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу, поговаривали в окружении артиста. Журналисты выяснили, что мальчика зовут Петя, и в Театре нации у него уже есть специальная комната отдыха, где можно поспать, пока знаменитый папа занят работой. Соседи делились, что первое время ребенок жил с бабушкой в квартире у метро Красносельская, а затем, очевидно, перебрался к отцу на чистые пруды. Разумеется, вечно скрывать сына от общественности актер не мог. В начале года Миронов посетил вместе с Петей благотворительную акцию «Волшебный каток». Весь вечер Евгений провел на ледовой арене вместе с наследником и позировал фотографом, зная, что снимки попадут в сеть. Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов задекларировал доход за 2020 год в сумме 25,1 миллионов рублей. Это в 2 раза меньше, чем годом ранее, в 54 миллиона рублей. Изменений в имуществе у Миронова не произошло. У него есть 2 квартиры 70 и 113 квадратных метров, земельный участок в 2986 квадратных метров, дача 394 квадратных метров, а также совместная квартира 88 квадратных метров в Болгарии. Еще одной квартирой 136 квадратных метров он пользуется. Никаких транспортных средств нет. Евгений Миронов решил обзавестись недвижимостью за границей. Его выбор пал на один из испанских курортов. Актер очень любит море и отдыхать предпочитает в Средиземноморье. Неудивительно, что квартиру Миронов себе присмотрел на Коста-Бланке, в курортном городе Бенидорм. Однокомнатное жилье размером 88 квадратных метров обошлось артисту в 260 тысяч евро. Кстати, количество комнат в Европе исчисляется количеством спален, гостиная в расчет не входит. Так что однокомнатную квартиру можно назвать лишь условно. В стоимость уже включены системы кондиционирования и сигнализации, сантехника, мебель и полное кухонное оборудование. И совершенно бесплатно артисту предоставляется шикарный вид на бухту и городскую набережную. Шанс встретиться с соотечественниками в новом доме у Миронова невелик. Бенидорм считается излюбленным курортом англичан. Все соседи актера по этажу – коренные лондонцы. Примечательно, что практически все жильцы этого комплекса собираются проводить на курорте не более месяца в году. Как рассказал актер, содержать особняк в Испании дорого. Зато содержать обычную квартиру дешевле, чем в Москве. Друзья, давайте пожелаем артисту невероятных успехов и в творчестве, и в личной жизни. Быть самым востребованным и обожаемым артистом, верить в себя и воплощать свои мечты. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!